Жизнь Винса понемногу возвращалась в привычное русло. Хотя это не совсем верное слово. Ведь за все время, пока Винс прожил в этом доме, он привык к постоянному страху, который налетал каждую ночь, словно стая воронья. Он привык к мраку, скопившемуся в углах, тихому шепоту в темных коридорах и шорохам, доносившимся с чердака. Но именно сейчас, впервые за долгое время, он наконец-то мог вдохнуть полной грудью, не боясь, что этот вдох услышат злые духи, блуждающие по дому. Как сказал Арчибальд Бэрроуз, в доме больше не ощущалась пульсация потусторонней энергии. Он был освобожден от зла, и врата в мир темных сил наконец-то затворились. Надолго ли? Теперь Винса ждали повседневные заботы. Он выметал пыль из комнат, ремонтировал сантехнику и старался сделать так, чтобы дом стал пригодным для жилья. Винс все еще не отказался от своей мечты владеть внушительным поместьем, сотворенным собственными руками. Вивьен Диор на время задержалась у Винса. Пока он занимался домом, она помогала ему извлекать из вековой земли древности, найденные в Сильвадораде. Все-таки у нее больше опыта в этом деле, чем у Винса. Арчибальд Бэрроуз тоже пока остался в Глиммербруке. Прежде чем покинуть это место и отправиться в дальнейшие странствия, он хотел убедиться, что темные силы действительно изгнаны. Утром Винс разбирал на чердаке старые вещи. Среди ненужного хлама и различных мелочей, не представляющих ценности, он вдруг наткнулся на старинный портрет. На портрете была изображена леди Агнесса, такая, какой она была раньше, до чудовищных событий, которые могли бы с ней произойти. Интересно, как этот портрет попал сюда? Может быть, его принесла Лидия, ее дочь, когда впервые открыла пансион. А затем портрет убрали на чердак, где он в окружении других старых вещей ждал, когда его кто-нибудь отыщет. Винс решил оставить портрет леди Агнессы и повесить его в гостиной. Это будет его личный трофей и напоминание о том, через что ему пришлось пройти. И, кстати, помимо уборки, Винса ждали и другие дела. Он все еще работал паранормальным сыщиком в бюро призрачных расследований. А поскольку у него был удачный опыт избавления дома от злых духов, теперь пришло время помочь другим в этом деле. Пора, Винс. Пора стать агентом света и избавить этот мир от жути. Друзья, всем привет! Привет! С вами Стас и Лёша. И начать эту серию мы хотели вот с чего. Вы знаете, что когда Винс только заселился в дом и взялся за реставрацию, он столкнулся еще с одной задачкой. Маленькой, небольшой. Да, разобраться с живущей тут злой сущностью леди Агнессы. Причем проблема была явно недооцененных масштабов. Ему даже пришлось закрывать врата в потусторонний мир и сражаться с нашествием мертвецов. То есть отложить немного в сторону свою реставрацию. Но наконец все позади. Винсу даже удалось изменить историю и освободить леди Агнессу от темных сил. Ну, даже и не освободить, а уберечь. Винс действительно спас ее. Да, это точно. Но теперь он вновь возвратился к тому, с чего начал, к обустройству своего особняка, и сражение с леди Агнессой все-таки закончилось, а вот челлендж еще нет. Ну, так сказать, немножко мы отвлеклись. И вот как раз мы сейчас займемся тем, до чего так и не доходили руки. Ну что ж, мы продали все фрукты и цветы, которые были в багаже у Винса, продали поделки на столярном столе, которые Винс сделал в Сильвадораде в руинах Демона Дрота, когда развивал свой навык механики. Также мы продали предметы для путешествия, привезенные из Сильвадорада, и еще кое-что. А еще дерево с кровавыми плодами, и оно же больше не нужно нам, потому что Винс смог спасти Анжелу, и теперь она не вампир, и уехала исследовать мир дальше, с чем, кстати, мы ее поздравляем. Да. И еще мы смогли продать множество всяких деревьев, которые Винс высаживал, чтобы заработать 7 миллионов для строительства. Получилось очень выгодно. Да, в саду у него там было почему-то очень много лимонных деревьев, и нам показалось, что они ему больше не нужны, потому что теперь у Винса есть растения с иголками, драконьи фрукты, цветы стрелицы, которые приносят вполне себе приличный доход. Не просто приличный, а вообще такой внушительный. У нас получилось аж 56 тысяч семиллионов. В общем, разгуляться есть где. И, собственно говоря, мы себе в этом не хотим отказывать. Также мы купили для Винса улей с пчелами, чтобы он мог собирать мед и воск для создания свечей. А свечи, кстати, нам понадобятся, потому что в скором времени Винс наконец-то приступит к карьере паранормального сыщика, и чтобы избавляться от духов в других домах, ему понадобятся какие-нибудь поделки, созданные своими руками, в том числе и свечи. Ну да, Винсу-то было мало.
Наверное, да. Определенно. Ну, а еще в саду Винс посадил привезенные водорады ягоды уверенности. Это очень, кстати, полезное дерево и с такими классными ягодами, которые могут менять настроение. Мне кажется, полезная штука. И рядом с этим деревом в саду мы также оставили парочку гранатовых деревьев и вот одно лимонное. У Винса было много лимонных, но мы оставили одно. Двор теперь у нас чистый. Винс расчистил двор, и теперь здесь нет хлама и мусора, а сплошная благодать. Еще Винс обустроил гостиную, поставил шикарный камин, заменил окна и даже приобрел питомца – ворона по кличке Эдгар. А, собственно, как еще ворона можно было назвать? Разве что Алан. Но Да. мы выбрали Эдгар. Чердак Винс превратил в полноценный 3-й этаж. И ритуальное место, как вы помните, то самое ритуальное место на чердаке, стало комнатой отдыха. Здесь есть столик для игры в карты, старинный граммофон и портрет леди Агнесы. Ну, наверное, символично, что портрет будет висеть именно здесь, в этой комнате, где в каком-то другом мире долгое время прожила леди Агнеса. А, кстати, где может быть портрет Лидии? В прошлой серии мы видели, что он висел в пансионе в главном зале. Ну, раз пансион со временем забросили, а сюда наверняка забирались какие-нибудь хулиганы или, может быть, охотники за редкостями, портрет Лидии вполне могли забрать из главного зала. Может, он сейчас висит в каком-нибудь музее или находится у какого-либо коллекционера. А портрет вот леди Агнесы все-таки скрывался за грудой хлама на чердаке, и поэтому его, собственно говоря, могли и не заметить, как-то не разобрать этот хлам, и поэтому портрет остался. Ну да, это при условии, если сюда действительно кто-то залезал и добирался аж до чердака, до этого страшного места. А еще в другом крыле 3-го этажа мы обустроили комнату для создания различных предметов и поделок. А также тут есть отдельная комната для занятий робототехникой, а также небольшая оранжерея. Оранжерея я вообще люблю, это моя слабость. Какой там классный стеклянный потолок, хочется сразу отметить. А комната наказаний превратилась в шикарный балкон. Вы только посмотрите, какой шикарный отсюда открывается вид на старую церковь, на леса и вообще на весь Глиммербрук. Слушай, мне вообще очень понравился ребрендинг, так сказать, комнаты наказаний, что мы сделали там балкончик. Ну что ж, Винсу осталось расчистить в доме всего 2 комнаты. Это столовая, а для ее расчистки нужно достичь 5-го уровня в навыке «Изысканная кулинария». Именно в этой комнате был класс для учебных занятий во времена, когда в доме находился пансион. И еще 2-я комната – это библиотека. И для ее расчистки нам требуется 5-й уровень в навыке писательства. И, собственно говоря, дел у нас получается, что полно. Да, потому что Винсу еще до конца нужно развить свой навык робототехники, он у него сейчас на 6-м уровне, и вот как раз до 10-го уровня надо Винсу в ближайшее время дойти. Поэтому, может быть, он на леди Агнесу-то победил, но дом и уборку... Но свет в дом еще не провел. Да, поэтому, собственно, этим мы и займемся. Давай начинать. Давай скорее. Итак, у нас раннее утро. Как мы и сказали, Вивьен решила немножко задержаться у Винса. Ей все-таки нужно поизвлекать из грязи и из земли вот эти вот древности, которые они отыскали в Сильвадораде во время путешествия. Да и вообще хочется сказать, как бы дом ни преобразился, как бы история не изменилась, а все равно память-то хранит. По крайней мере, память Винса хранит память. Может быть, не сами стены дома. А Вивьен, мне кажется, самый надежный спутник, который может помочь скоротать время и как-то его немножко облагородить, приукрасить. Ты посмотри, как у нее просто увеличены все потребности. А это... Знаешь почему? Она же не так давно была скелетом. Она получила такое благословение в храме в Сильвадораде. Не первый раз Вивьен в такую ситуацию попадает. А я думаю, ей нравится. Между прочим, вот это состояние скелета отлично повышает все потребности. Ну, и я думаю, это еще не последний раз был у Вивьен. Наверняка она отправится вновь куда-нибудь за подобными приключениями. Конечно. А что хочется сказать про Винса, обратить хочется внимание на его гардероб. Как-то у него немножко имидж изменился. Преобразился И знаешь, немножко. он уже не выглядит той брюзгой, таким изысканным... Аристократом. Тощим аристократом, да. Как-то он стал так поплотнее, посерьезней. Ну, конечно, в какую схватку с оборотнем ему пришлось вступить. Да, испытания он прошел, конечно, колоссальные. Ну что, давай заниматься делами. Да, Винса мы потому что отправим. его не менее колоссальные испытания еще ждут. Да. И я бы, честно говоря, мне кажется, мне бы проще было сразиться с оборотнем, чем убираться на кухне или там в какой-нибудь библиотеке. Поэтому представляю, как Винсу будет тяжело. Винса мы отправим на 3-й этаж. Пусть он занимается робототехникой, развивает свой навык. Кстати, здесь в доме нужно еще разочек подмести, потому что не всю пыль Винс убрал, пока здесь потихоньку убирался.
И действительно, как у нас преобразилось помещение чердака. Теперь это не чердак, а действительно полноценный 3-й этаж. И еще знаешь, что хочется сказать? Посмотри, вот все-таки какой дом огромный, большой, да? Но, тем не менее, все на своих местах. И как будто бы даже пространство не пропадает. То есть, изначально я думал, куда Винсу такой здоровенный особняк? А теперь он как-то все так на места свои разложил, расставил, и здорово получилось. Да, все отлично. Так, а Вивьен у нас отправляется тогда заниматься делами своими на столе археолога. И, кстати, вы посмотрите, дом, в принципе, от призраков избавлен, но тут еще остались некоторые остаточные явления. Ну, как будто бы не оставлен до конца призраками дом. Ну, наверное, да. Это вот, как вы помните, в прошлой серии, когда Винс попал в девичий пансион и поднялся на 3-й этаж, на чердак, и увидел там, вот на этом ритуальном месте, такую вот какую-то лужу, как будто то самое... Пятно, как будто вот пол вот этот что там сохранил было. память вот да, эту. но хотела все-таки пробраться наружу. Так, наверное, и здесь. Да нет, здесь похуже, здесь целая метка светящаяся. И не одна, ты посмотри, здесь еще есть какие-то призрачные побеги. Остались еще. Вивьен, кстати, надо с ними тоже разобраться. Что это такое? И избавиться. Это нормально вообще? И это вот что такое? Это что? Это снова нам придется с кем-то сражаться? Я не готов к этому. Ну и пока Вин занимается робототехникой, Вивьен избавится от всего. Да, Вивьен полна энергии, поэтому немножко, чуть-чуть прихватило, но все хорошо. Итак, Винс достиг уже 8-го уровня в навыке робототехники, прогресс. И теперь Винс может создавать серворобота на рабочем столе, робототехника. Вот это вообще отлично. Итак, время уже 9:30 вечера, и, кстати, Винс уже вполне может отправиться на работу. Здесь у него есть специальная подработка. В принципе, кстати, потрудились все на славу. Но только Винсу не самое время отдыхать, а самое время отправляться на работу. У него бодрость, конечно, упала, но у него есть в багаже бодрящая жидкость, которую он купил в Сильвадораде. Поэтому пусть Винс ее выпьет, посмотрим, сколько это ему придаст бодрости. Вполне отлично. Ну что ж. Очень кстати. Давай попробуем, отправиться. Начнем мы тогда карьеру паранормального сыщика с простого задания. Естественно, с простого. А потом непростое будет. Нам надо все-таки сделать небольшую передышку. Мы бы, конечно, могли перейти сразу на очень сложный уровень, но, думаю, можем себе позволить немножко расслабиться и разобраться с каким-нибудь простым делом. Вот незадача-то. Только в среду. Только в среду. А мы только собрались уже ехать на работу. Ну и ладно, я на это смотрю с оптимизмом. У нас прекрасная есть возможность немножко отдохнуть, еще что-то по дому поделать. А завтра уже полным сил и уверенности и решительности можно поехать на простое задание, подчеркиваю, по борьбе с призраками. Тогда сейчас Винс еще немножко позанимается робототехникой и будет ложиться спать. Только выпили мы энергетический напиток. Как раз это для него возможность заняться делами. Не должен же он просто так уйти в никуда. Вот и приложим энергию к делу. Итак, Винс приехал на работу. По заданию Бюро призрачных расследований он был направлен в Хэнфортон-Бэгли, в этот дом, где находятся, не самые страшные духи. Они совсем не злые, судя по всему, потому что у Винса все-таки простенькое задание здесь. Знаешь, все равно, каждый раз, когда я буду видеть призраков, теперь у меня будут воспоминания о всех этих зловещих чудовищах, с которыми мы столкнулись. И даже несмотря на то, что эти, шарики вроде как добрые, все равно есть некоторые опасения. Но сейчас Винс попробует сделать подношение этому духу. Винс дарит ему свою свечу, которую он изготовил на столе. Вы слышали? Клянусь, здесь что-то есть. Меня кто-то преследует, правда. А дух оставил Винсу потусторонний воск. Спасибо. Смотри-ка, его можно продать коллекционеру диковинок за 307 миллионов. Выгодно. Берем. И продаем сразу, потому что у Винса такого воска тоже достаточно, в принципе, и свечи есть еще. В принципе, не самое сложное задание для Винса. Нужно просто изгнать всех духов на участке. Знаешь, пока что вообще не сложно. Учитывая, какой у нас опыт,
Чего мы только не сделали, какой путь мы только не прошли, не проходили, какие пути вообще. Это было путешествие и во временах, и в Сальвадорадо, куда только нас не заносило, и в гробницу. А тут-то на заднем дворе подарок подарить призраку, ничего страшного. Ну а что ты хочешь, это только начало карьеры у Винса. Кстати, они же подарки здесь оставляют. А тут Винсу. Что за подарок у нас? Метафизический торт. В наши дни создавать блюда из того, что есть под рукой, считается нормой. Почему бы не выпить что-нибудь из эктоплазмы? Пищевая ценность эктоплазмы неизвестна, но кексы с ней получаются воздушные и ароматные. Попробуем? Вдруг Винс сам станет сейчас призраком? Вот мы сейчас и узнаем. Интересно, он повышает потребности? Повышает потребности в питании. Винсу стало страшно, он боится темноты все-таки. Ну, а как же не бояться темноты, да, охотнику за привидениями? Мне кажется, все логично. Ну посмотри-ка, здесь вот как раз-таки такие предметы, страшные куклы. Видали мы таких на своем пути ранее. Да, и таинственные символы. С этим Винс и очень вот легко вот, очень просто, да, движением ноги. Ну что ж, это было первое задание. Прекрасная работа, сыщик. В мире снова все спокойно, но надолго ли? Ох, не поверю я, что надолго в мире все спокойно. Потому что впереди у нас еще задание сложное и очень сложное. Так что в мире точно неспокойно. А пока отправляемся домой. А это для нас Семиллионы. А сейчас, да, домой. Наступил следующий день, и Винс снова занимается развитием навыка робототехники. Слушайте, это очень сложный навык. Вот уже который день он им занимается, и все никак. Очень медленно заполняется шкала прогресса. Это даже надоедает немножечко. Но мы стремимся к цели, нам это надо, чтобы починить дом. Но самое интересное, что Винс просто все свое время посвящает этому навыку вот в последние дни, и все никак еще. Вот с механикой, например, такого не было. Ну, зато мы, когда достигнем 10 уровня, вот тут можно будет отпраздновать и отремонтировать комнату. Но он все-таки достиг аж 9 уровня, наконец-то. И остался еще один уровень, и Винс сможет уже подключить электричество в своем доме. Еще, кстати, мы собрали урожай, который должен принести Винсу еще немножечко Семиллионов. Тоже будет очень кстати. А тем временем, посмотрите, в Глиммербруке наконец-то пошел снег. Ой, да. Прям перед Новым годом. Красиво, но все равно уже настроение новогоднее. Сейчас елочку будем украшать, да, там что еще? Гирлянды Агнесса придет. Агнесса придет в своем костюме. В новогоднем костюме. Да. А вообще, конечно, надеюсь, что не придет. Надеюсь, что мы с ней все-таки попрощались, и Винс сможет продолжить свою карьеру уже охотника за привидениями, или как это правильно называется. Паранормальный сыщик. Паранормальный сыщик, да, точно. Это я и имел в виду. Что ж, кстати, я думаю, что ему можно уже и смело приступать к следующему заданию. Итак, Винс приехал в очередной дом, и теперь у него задание для опытного паранормального сыщика. Вот это мне по вкусу, вот это уже интересно, потому что в прошлой ночью было достаточно простое задание, надо было просто преподнести вот этим шариком, кружочком зелененьким всякие подношения, подарки. Да, ну сейчас посмотрим, что здесь будет. И, кстати, посмотрите, мы заметили, что Винс у нас даже немножко после всех произошедших событий похорошел. Ну, вот я на него посмотрел и думаю, ну как-то вот он стал, что ли, посолиднее выглядеть, потому что когда он только въехал в дом, вот он ходил в своем котелке, в своей этой сорочке, в каком-то галстучке. И посмотрите, он даже немножко раздобрел, можно так сказать. Выглядел уж совсем как такой этот городской, не знаю, как кто. Не знаю, как кто городской. Пижон, например. Как пижон городской, да. Но он правда выглядел как пижон, а теперь он немножко все-таки изменил свой стиль. Ну, правда, он раздобрел. Да, стал немножечко крупнее. Что ж, и это ему к лицу. И, собственно, это хорошо. Чем он будет крупнее, тем больше его будут бояться призраки. Совершенно точно. А теперь идем на задание. Ну что ж, на этот раз у нас заказ в Комаребе. Я так понимаю, вот Винс прибыл в этот дом. Здесь летают какие-то теперь синие духи. В прошлый раз у нас были зеленые, теперь синие, грустные,
бедные грустные духи. А смотри-ка, можно предложить свою Нет, душу. нет, это мы делать не будем. Ну хорошо, давай тогда сделаем подношение, как обычно. Давай какой-нибудь... подожди, а может быть грустному призраку и не нужен радостный подарок? Может ему нужен какой-нибудь печальный подарок? Слушай, тут такой неудобный дом, и призраки летают туда-сюда, и, наверное, сложно будет им что-то здесь преподнести. Но все равно попробуем. Нет, у Винса получается, он преподносит какой-то подарок. И, в принципе, духу это нравится. А дух нам подарок оставил? Дух нам тоже подарок оставил потусторонний воск. Ну, все-таки какая-то такая достаточно интересная карьера, как мне кажется. Задание, можно сказать, однотипное. Интересно, что будет на самом сложном уровне. Я думаю, что ты посмотри, тотем какой-то, да? Да, необычного идола дух оставил. Это тот идол, который защищал Винса от темперанции. Теперь у него будет 2 таких идола. Ну, почему бы и нет, пригодится. Пригодится в хозяйстве все. Тем более в таком доме, в котором проживает Винс. Но, в принципе, мне вообще нравится, что Винс у нас занялся именно такой карьерой паранормального сыщика. Я пока не могу сказать, нравится мне это или нет. Я еще не пришел в себя после приключений или даже злоключений с леди Агнесой. Как-то Винс быстро оправился, встал на ноги и пошел дальше по этому пути. А сам он Анжелу предупредил о том, что будь Анжела осторожна связываться с такой паранормальщиной. И сам же Винс полез в эту же историю. Но теперь он вообще-то действует просто как защитник. Анжела-то была любитель, а Винс уже как защитник. И смотри-ка, Винс может здесь начертить спиритический круг, потому что у него самый высокий уровень в навыке ясновидения. Он может в этом доме начертить спиритический этот круг и, например, провести церемонию. Смотри-ка, написано: в случае успеха неплохо заполнять шкалу прогресса в расследовании. Знаешь, мне кажется, Винсу, кстати, нужен какой-нибудь экстрасенсорный костюм для таких дел. А то как-то он ходит как обычный человек в каком-то худи, в каких-то штанах. А он не выделяется. Вот в чем дело. Ему бы тюрбан, мантию. Вот это было бы интересно. Ну и, между прочим, с помощью вот этого круга, который Винс начертил, можно призвать Гидре. Когда Винс попал в 1890 год, он встретил Гидре, встретил темперанцию, они все-таки поженились. Ну что ж, у нас шкала прогресса, в принципе, заполнилась неплохо, даже когда Винс провел церемонию. Вот нам надо еще куколку, распрощаться с ней. А тут призраки летают еще? Да, вот еще шарик. Дух. Ну, если, может быть, Винс сейчас избавится от этой куклы, у него шкала прогресса заполнится вообще до конца. Отлично. Работа выполнена. Прекрасная работа, сыщик. В мире снова все спокойно. Но надолго ли? Ну, как я и в прошлый раз сказал, навряд ли. Навряд ли все будет спокойно, потому что в следующий раз нас ждет уже какое-то суперсложное задание. Да, сложное задание. Ну а теперь Винс возвращается домой. Винс вернулся домой, и что же он заметил? Что у Вивьен наступил интеллектуальный ступор. Да, у Вивьен уже глаза в кучу от того, что она тут делала, а делала она только одно. Она занималась археологией и извлекала редкости из комков земли, устанавливала подлинность артефактов, и поэтому у Вивьен наступил самый настоящий интеллектуальный ступор. Выгорание, проще говоря. И хочется, что сказать, тут даже нечему удивляться, ведь Вивьен, у нее такая насыщенная жизнь, она всегда стремится к каким-то приключениям, а тут стоять за археологическим столом 3 дня подряд после таких насыщенных приключений, ну, конечно, у Вивьены немножечко это приелось, присытилось, наскучило. И поэтому она сейчас очень ошалевшая. Да, совершенно верно. Я думаю, ей надо развеяться. Вот, я тоже хотел сказать, надо Вивьен уже все отправлять домой. Винсу она, в принципе, помогла. Пусть она ему отдаст все предметы, которые они вместе собрали в Сильвадораде. Кстати, из багажа Винса мы тоже передали ей некоторые предметы, чтобы она установила их подлинность или как-то извлекла из комков земли. Вот. И Вивьен тогда мы будем уже отправлять домой. Винс останется в гордом одиночестве снова в этом доме. Знаешь, мне всегда грустно прощаться с какими-то находками, но в разговоре с Вивьен совершенно нет, потому что все-таки Вивьен славится своей щедростью и всегда готова выручить, одарить человека чем-то важным, вот как, например, сейчас. Это же сколько богатств, сколько богатств.
Ну слушай, когда мы вернемся наконец-то к Вивьен, она снова поедет в Сильвадорадо, она О, столько находок там она, мне сделает. кажется, привезет просто целую Сильвадорадо в город. Поэтому за это, я думаю, переживать не нужно. Ну да, все, отправляем Вивьен, а Винс ложится спать. Ну что ж, наступил новый день. Винс теперь действительно в гордом одиночестве и снова занимается робототехникой. 9 утра, а он уже за работой. Ну, собственно говоря, осталось совсем чуть-чуть дожать. Да, сколько у него сейчас? 53%, ну прям еще 50% и все. И Винс достигнет 10 уровня. Мы наконец-то подключим в доме электричество, проведем канализацию, воду и так далее. И ему все продолжают звонить какие-то непонятные люди. Кто-то позвал Да Нокса ради на бога, свидание. да иди, Конечно, только иди. Ну как хорошо, Вивьен все-таки ушла, а Кое-кто здесь у нас все-таки есть из помощников. И Пугало помогает Винсу справиться с садом, потому что здесь растения заросли, им требуется еще полив, и вот наконец-то пришел. знаешь, хочется сказать, что пугало наше было какое-то не очень активное, но после того, как Вивьен пофлиртовала, в то время, когда Винс был 3 дня в отключке, Да. а Вивьен немножко обратила Ну не внимание... 3 дня, а 1,5. Ну, 1,5-3... Как все-таки воодушевила Вивьен на трудовые подвиги нашего Джека. Да, это очень хорошо. А может быть, кстати, Винсу еще и Скелехильду сюда вызвать. Она хоть по дому что-то поделает, может быть, уберется. Слушай, ну когда последний раз мы ее вызывали, она, конечно, просто ходила Она полдня. еще и танцевала. Да. С Вот, Пугалом. но потом в какой-то момент она все-таки что-то полезное сделала. Итак, 97% Ну, навыка робототехники еще прям совсем чуть-чуть. немножечко. Я надеюсь, Винс все-таки успеет до работы. 98. Уже 98. Слушай, ну нам на работу 99. буквально через... Успеет. Давай, Винс. Прям совсем чуть-чуть. Супер. Максимальный уровень навыка робототехники. Ну, это прямо роботоудовольствие, мне кажется. И наконец-то мы приближаемся к этому моменту. Давай скорее уберем это испытание «Жизнь без удобств». Прощай, жизнь без удобств. Смотри, как сразу стало светло. Даже в этой комнате. Все, данный участок вновь подключен ко всем коммунальным услугам. Однако, Отлично. как душевно теперь тут стало. Но теперь здесь нужно заменить все свечи на современные светильники. С удовольствием. Да, кто-то сломал здесь кран. Между прочим, поскольку Винс уже отремонтировал большую часть дома, мы убрали испытания Гремлины, но тем не менее кто-то все равно сломал здесь кран, наверное, это Пугало. Знаешь, это что называется, вот подключили коммунальные услуги, появилась у нас вода, и все коммуникации потекли, этого и следовало ожидать. Но у Винса все-таки 10 уровень в навыке механики, поэтому он починит это просто за 5 секунд. Но уже время поджимает, потому что в 21:30 ему предстоит отправиться на работу. Винс приехал на свое 3-е задание паранормального сыщика, и вы только посмотрите, как символично получилось. Винс приехал во Вранбург, в самую призрачную часть этого города. Знаешь, вполне логично, но какая красота! Просто невероятно. Ну Вот этот да, здесь туман, атмосферно. деревья. Ух, я бы по такому городу прям с удовольствием сам бы погулял. И, возможно, бы поохотился на призраков. Но это не точно. Но смотри, здесь летают уже Уже злые красные духи. шарики. Да. Первый раз, значит, были добрые зеленые, во второй раз летали грустные, но грустные, в принципе, принимали подношения Винса, а в этот раз уже Слушай, а вот эти красные. духи как раз-таки капризные достаточно. Я помню, мы уже пытались сделать подношение Пытались. таким духам, и они были против. Но мы пытались им дать какой-то предмет, который Винс создавал не своими руками. Там то ли цветок какой-то, или еще что-то подобное, или фрукт. А теперь давай попробуем все-таки им предложить что-то, что было сделано своими руками. Ну, в конце концов, есть же шанс еще предложить свою душу. Может быть, это тоже попробовать? Нет, ну это рановато как-то. Тут прям самый настоящий уже. Ну, глянь. Понравилось шарику? Да. Ух ты, и что подарил это нам такое? частицу души. Частица души. О, класс. Призраки иногда роняют частицы душ. Это частицы душ персонажей, которые заточены в сфере и окружены волшебной силой рун. Душа — настоящий деликатес. А интересно, а если правда ее попробовать, у Винса уменьшится вот шкала его жизни? Впитать частицу Давай души? попробуем. Не знаю, хорошо ли это получится. А что Посмотри, произошло? она полностью обнулилась. Может быть, и этот нам хороший что-нибудь оставит?
Что у нас со шкалой? Понравилось? Ну смотри, им действительно нравятся именно подношения, созданные своими руками. Опять необычный идол. Такое мне не нравится. Я теперь хочу просто частички душ. Вот это мне понравилось. Сколько у Винса уже этих необычных идолов. В принципе, их, наверное, можно будет продать на столе для распродажи. Потому что Винсу еще американские древности там продавать. И еще мы хотели бы сказать, что Винс в прошлый раз вернулся с работы и получил интересный тоже подарок. Декоративные глиняные руки. Это какая-то скульптура для дома. Надо это тоже сохранить. Знаешь, эти руки похожи на те, которые произрастают из-под земли или посреди комнаты. Ну, не самая сложная карьера. Здесь просто нужно давать подношение духам, избавляться от всякой нечисти, которая возникает в доме. Слушай, ну это только третий день. Я думаю, что дальше-то, наверное, поинтереснее. Может быть, дальше будут какие-то и сражения с какими-то призраками посерьезнее, не только вот с этими шариками. Ну, я думаю, что не будет ничего подобного, потому что вот и все. Это уже было самое сложное задание, 3300 мы заработали. Винс просто выполнил отлично. Работа выполнена. А еще мы съели кусочек души. Вот это было самое интересное, мне кажется, из этого вечера. Это было что-то необычное и новенькое. Ну да, прикольно. Ну, Винс теперь возвращается домой. Ну что ж, мы испытали все-таки карьеру паранормального сыщика. Посмотри, как Винс воодушевлен. Мне кажется, он может гордиться собой, хотя, подожди, стой, он же победил уже леди Агнесу. Конечно, он может гордиться собой. Так я только хотел сказать, что он может гордиться собой, что справился с этими красными злыми шариками. А это такая ерунда по сравнению с тем, что ему пришлось пережить. Но на этом мы будем завершать эту серию. И, кстати, в следующей серии Винса ждет кое-что интересное. Ну а как может быть иначе? С жизнью-то паранормального сыщика, конечно, он найдет что-нибудь необычное. Ну и нам нужно еще до конца отреставрировать этот дом. Осталось 2 комнаты завершить. Да, мне не терпится уже посмотреть на дом в комплексе, так сказать, чтобы насладиться им полноценно. В полной мере. Да. Спасибо, друзья, что были с нами. Также оставайтесь на нашем канале. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы делимся разными инсайдами, новостями, общаемся с вами. И какие-то дополнительные даже видео иногда публикуем, и фото. В общем, там интересно. Обязательно присоединяйтесь. А еще подписывайтесь на нас на Бусти, потому что там все ролики открыты и без каких-либо замедлений, что очень удобно для тех, у кого возникают сложности с Ютубом. Ссылки все в описании. И вот QR-коды на экране. И до следующих видео. Всем пока. Пока.